Держись подальше от женщины, если она позволяет эти 5 вещей в общении с тобой. У меня нет точной статистики, но я уверен, что очень большое количество мужчин живут несчастливо в отношениях. По идее, было бы логично разорвать отношения, уйти и попробовать создать что-то новое. Но иногда может быть поздно. Мужчина слишком привык, лень что-то менять и так далее. Поэтому важно вовремя увидеть некоторые вещи и уйти от женщины. Если женщина часто говорит о том, что она уйдет, это странный пункт, не правда ли? Если женщина грозится уходом, то нужно от нее уйти, звучит точно странно. Будем разбираться, почему так. Тут есть два фактора. И да, неважно, женщина действительно угрожает или же шутит. Первый фактор заключается в том, что если женщина об этом говорит, значит она об этом думает. У нее в голове есть этот вариант. А это значит, что в ней нельзя быть уверенным на 100%. Может, завтра она последний раз скажет: «Я от тебя скоро уйду», и действительно уйдет. Хочется ли вам тратить время на человека, в котором нет абсолютной уверенности? Решайте сами. А второй фактор заключается в том, что это манипуляция и унижение. Женщина может манипулировать вами, говорить, например, так: «Если ты так не сделаешь, то я от тебя уйду». И помните, если это сработало у нее один раз, она это будет использовать и в будущем. А унижение заключается в том, что женщина такой фразой как бы говорит: «Ты не такой уж уникальный мужчина, и я не особо за тебя держусь. Я выше тебя, я более ценный человек, держись за меня». Это все звучит достаточно унизительно. Ведь мужчине приходится подстраиваться, быть ниже женщины в социальном плане. Я бы не хотел такое терпеть всю свою жизнь. Вторая вещь. Если женщина незаметно продавливает свои решения. Мужчина чаще всего как сказал, так и сделал. Делает то, о чем договорились. У женщин это бывает не так. Она сказала одно, а сделала другое. Вспомните момент, когда женщина только начала жить с вами. Как быстро она поменяла множество вещей в вашем доме. Вы глазом не успели моргнуть. И так во многом. Вы договорились с женщиной, что вам не нужна новая посуда, к примеру, что не стоит на это деньги тратить. Но пройдет неделя, женщина купит одну кружку. Мужчина закроет на это глаза, пройдет еще немного времени, женщина купит еще что-нибудь. И в итоге сделает то, что хотела. И речь вообще не про посуду сейчас. Ведь женщина так может делать во всех аспектах вашей жизни. Третье, из-за чего нужно держаться подальше от женщины, это проблемы. Проблемы в отношениях никогда не являются случайными. Предположим, что женщина имеет у себя в кругу общения друзей мужского пола. Этот факт всегда будет вносить в ваши отношения какую-то тревожность. Как бы сильно женщина не убеждала вас в том, что это самый лучший и верный друг, по мере сближения с женщиной вы всегда будете испытывать все больше стресса. К этим проблемам также можно отнести то, что женщина, например, любит ходить в ночные заведения, употребляет алкогольные напитки, имеет общение со своими бывшими мужчинами. Все эти проблемы будут трактоваться женщиной как нечто обыденное, что не должно вызывать обеспокоенности у мужчины. Но важно понимать, что чем больше мужчина будет переживать по каждому из этих поводов, тем сильнее будет его привязанность к этой женщине. Но при этом в данных отношениях не будет доверия, а он все сильнее будет проникаться к ней ненавистью. Выйти из таких отношений крайне сложно, но на старте это сделать гораздо легче. Четвертая вещь – это беспомощность. Когда мужчина выбирает женщину, которая ему, скажем так, не по зубам, он с каждой новой встречей будет чувствовать себя все более беспомощно. По мере изучения данного вопроса и общения с женщинами мне удалось отследить определенную закономерность. Если женщина сильнее мужчины эмоционально, то во время общения с ней уровень его тревожности крайне высок. Беспомощность по отношению к определенной женщине может выражаться в том, что мужчина никак не может влиять на нее с позиции силы, поэтому он пытается взаимодействовать с ней из слабой позиции. В этой позиции степень зависимости от женщины крайне высока, поэтому каждая встреча или телефонный разговор вызывает у мужчины определенный уровень стресса. Обычно почувствовать свой уровень стресса можно уже в
в первые несколько минут общения с женщиной. В этом случае лучше либо идти ва-банк, то есть нужно делать то, на что ты бы вообще никогда не решился, либо как можно скорее завершать это общение. Пытаться обезопасить себя от совершения какой-то роковой ошибки бессмысленно. Ведь мужчина уже совершил ошибку, когда начал общаться с женщиной, которая ему не по зубам. Как правило, беспомощно мужчины себя чувствуют по отношению к женщинам, которые старше, опытнее, увереннее в себе, успешнее, обладающие очень привлекательной внешностью. И последний, пятый пункт – это когда нет ощущения близости. Уровень близости с женщиной всегда можно понять, основываясь только лишь на своих ощущениях. Например, с одной женщиной нет вообще никаких поводов, чтобы сомневаться в ее преданности и любви. Эмоциональная близость с такой женщиной максимально доступна, а значит, у мужчины нет поводов, чтобы бояться ее утратить. С другой женщиной может быть интересно, весело и хорошо, но ощущение какого-то постоянства и уверенности в том, что ваша близость никуда не испарится, на самом деле нет. И это очень яркий сигнал к тому, что в ваших отношениях, которые могли еще и не начаться, уже есть перекос баланса значимости и предрасположенность женщины к тому, чтобы вызвать у мужчины чувство тревоги. Это может выражаться в том, что мужчина не уверен в том, что после очередной встречи женщина ему напишет или позвонит. Многие женщины, которые отчаянно комментируют мои материалы, могут заявить, что женщина и не должна писать, звонить, заботиться. Но именно с такими женщинами, которые считают, что они никому ничего не должны, невозможно заиметь ощущение настоящей, фундаментальной и неразрушимой близости. И чтобы это проверить, достаточно лишь отдалиться от женщины. И она либо устроит вам скандал, либо по-быстрому исчезнет из вашей жизни. И в заключение у меня к вам вопрос. Как можно оставаться мужчиной, когда тебя постоянно контролирует женщина? Я думаю, что никак. И тут выбор: либо уходить от такой женщины, либо же не быть мужчиной. Быть просто человеком, который постоянно ходит рядом и во всем слушается. Не очень хорошая жизнь, как по мне. Такое мое мнение. Если же вам понравилось это видео, то не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, а также вы можете поделиться в комментариях, что вы думаете на эту тему. Спасибо вам огромное за просмотр и до новых встреч, дорогие друзья.